Привет, мои дорогие! Я вам честно скажу, я очень жду вот эти дни, когда мы будем снимать новые программы, потому что потом я по пятницам смотрю, когда они выходят в эфир, как они, похоже, вам нравятся. Я даже очень горжусь, что вы ставите мне лайки, колокольчики, вообще смотрите и берете с меня пример, и пишете мне в директ, и в Инстаграм. Продолжайте. Это, знаете, очень стимулирует. А я буду делать все, чтобы вам не надоело. Например, готовить вкусно, а еще читать вам стихи. Но перед тем, как мы начнем нашу программу, я хочу сказать, что у нас уже есть победительница, моя тезка Лариса. Она живет в Твери и прислала нам замечательный рецепт. А мы ей, как и обещали, посылаем такой же фартук. Ларчик.ру. Ларисочка, носите фартук, делайте то, что делаем мы, кормите своих, и всем будет хорошо. Главное, присылайте нам свои рецепты. У нас этих фартуков, присылайте. И мы вам их подарим. От них все легко отстирывается. Очень хорошие фартуки. Имеет смысл. Но так как у нас кулинарно-стихийно-кулинарная программа, как обычно, начинаем ее со стихов. Я вам уже рассказывала грустные истории. Мне встречаются разные женщины на улице. История любви бывает и грустной, бывает и менее грустной. Я вам буду читать все, а вы выбираете, какая подходит к вашей жизни. Я упрекать тебя не буду, а вот не плакать не проси. Опять ко мне приходишь в будни и вечно смотришь на часы. И не остаться, не расстаться никак не можешь ты решить. А мне самой давно не 20, а мне самой пора спешить. Ты изменяешь мне с женой, ты изменяешь ей со мной. Женой любим и мной любим, ты изменяешь нам двоим. Опять простишься долгим взглядом, рука задержится к руке. А я следы губной помады тебе оставлю на щеке. Домой придешь, жена заметит, и ты решишь, что это месть. Нет, я хочу, чтобы все на свете узнали, что я тоже есть. Мне сон приснился, невозможный. И ты, явившись в этом сне, сказал мне так неосторожно, что навсегда пришел ко мне. Но был недолгим сон тот чудный. Тебя опять ждала жена. Опять с тобой я буду в будни и буду в празднике одна. Ой, даже мне захотелось воды попить, так и я, когда вот такие стихи читаю, меня самой прям горло перехватывает. Праздники одна, конечно, это грустно, но можно же и гостей позвать, чтобы не быть одной. А чтобы позвать гостей, должно быть приготовлено что-то очень вкусное. Я забочусь о душе, о чувствах. А вот наше правительство советское в 30-е, в 40-е годы заботилось о том, чтобы народу хватало калорий, чтобы все было для здоровья. В 1932 году был такой деятель, кто постарше помнит, Анастас Микоян. Он придумал удивительную вещь – рыбный день, четверг. Вот бывало, в четверг пойдешь куда-нибудь в столовую, где работаешь, запах, хоть беги, рыбой пахнет. Хорошей рыбы в то время не было, такой настоящей, такой, как у нас сегодня здесь будет. Но бывало такие странные путасу, простипома. Я уже не знаю, какая рыба теперь на татене. Эти все названия, они... А еще была бельдюга, извините, конечно, но такая рыба была. И эти все названия, они, конечно, служили поводом для анекдотов и всяких байк. И вот эту всякую рыбу готовили. И придумали очень много блюд. 342 новых блюда. Называлось 342 блюда советских граждан из рыбы. Но рыбы-то эти не были качественные. Они пахли одинаково, по вкусу были одинаковые. У нас рыба треска. Очень хорошая, филе тресковое. Вот оно порезано. Знаете, очень хорошо перед тем, как его начать жарить. Да, у нас блюдо называется рыба под маринадом. Сейчас не часто его делают. У меня дома делают его всегда. У меня есть невестка Лера. Она королева трески под маринадом. Она по-своему делает. Мы будем рыбку обваливать в муке и жарить. Она варит, но у нее получается очень вкусно. Не могу это не заметить, потому что когда мы собираемся с семьей, у каждого есть что делать. Вот она делает это блюдо. А мы все-таки сделаем так. Мы ее пожарим на сковородке. Сковородка у нас уже греется. Я сейчас подготовлю то, в чем мы будем ее... Кстати, у меня дома мука и соль уже помешаны и лежат в отдельной банке. И если нужно что-то...
Так. Если нужно что-то жарить в муке с солью, то у меня уже готово. И вам рекомендую, это очень удобно. Я когда-то так кто-то научил. Вот тут немножко муки. Каждый раз не нужно тогда доставать одно и другое. Немножко соли. И сейчас мы будем жарить рыбку. Нальем масло. А если вы до сих пор не делаете, ну, я знаю, что все равно старые блюда, которые всегда делали, их до сих пор так, они очень популярны. Это селедка под шубой. Это оливковое масло. Нет, я возьму подсолнечное. Я вообще больше люблю подсолнечное масло. Ай, как-то оно мне роднее и ближе. Кстати, знаете, у меня очень много замечательных друзей появляется из-за того, что я езжу на гастроли по концертам. Вот на днях у меня был концерт в Воронеже. И много-много лет там под Воронежем есть такое село Талое. Там есть колхоз. Мой друг Саша, его семья. Они приходили на концерт, и мы подружились. И каждый раз, когда я бываю в Воронеже, они приносят свои подарки. В этот раз привезли вот такую бутылку замечательного подсолнечного масла. А еще там были сыр, несколько шаров сыра, который... Может быть, мы ее порежем помельче. Я вот соль, по-моему, еще не положила. Я с вами заговорилась. Так-то я вообще внимательно готовлю. Давайте мы ее... Я не знаю, стоит ли ее резать мельче. Ну, давайте попробуем. Кто как хочет. Давайте помельче, так у нас будет краше. Сейчас рыбка будет жариться, а мы в это время будем делать то, что называется маринадом. Но за рыбкой будем следить. Главное, что когда мы готовим, надо все держать под контролем. Если что-нибудь сгорит, все остальное будет невкусно. Ой, моя свекровь говорила такое слово: плита любит зад. Ну, давайте будем так культурно говорить. Плита любит, когда около нее стоят. Отвернешься, по телефону заболтаешься, и потом придумывай, как это подгоревшее блюдо превращать в нормальное. Так, треска у нас жарится, а мы в это время наливаем побольше маслица вот в эту сковородку подсолнечное. Тут побольше надо налить. Вот теперь, поглядывая на треску, мы сюда положим... Вот я могу, конечно, сейчас потереть, но все уже подготовлено. Поэтому я положу же, что есть. Но вы догадываетесь, что я это потерла на терке, порезала мелко. И лук, и морковку можно вместе жарить и томить. Это даже очень хорошо. Тоже поглядывать, все время поворачивать. Ну как, пожарить хорошо, чтобы это стало мягким. Потушить, потом крышечку накрыть, крышкой накрыть, потому что это должно быть мягкое, и сыроватости не должно в этом быть. Где-то у меня тут специи сейчас положим. Ну так, без фанатизма. Лавровый листик. Так, ну, может быть, можно 2, но я люблю, чтобы сохранил гвоздички, совсем немножко, 1-2 ягодки. Как ее назвать? Ягодки, цветочки. И немножко такого, ой, как сразу запахло гвоздикой хорошо. И немножко такого перца. Черненького, горошками. Это для вкуса, его не жалейте. Сейчас я помешаю и накрою крышкой. А потом мы сюда добавим томат. Обязательно томат, можно кетчуп. И еще... Я не забуду вам сказать, но еще нужно будет обязательно положить немножко муки сверху для загустения. Треска так хорошо прям становится готовой. Вот еще немножко, и уже можно будет ее перекладывать. Да я сразу же, пока там это все парится, это все дело увкусню. А как? Положу немножко сахара. Знаете, я когда была молодая и не сильно, не шибко сытая, но было такое время... И не было особенных денег, и не знала, какие существуют изыски. Я вообще не знала, что существует сыр такой. Есть, бывает сыр, бывает колбаса. И уже довольно взрослого возраста я так и думала. И вот когда-то я была в каком-то доме, там было очень все вкусно, изысканно, и положили какое-то блюдо такое замечательное. А я говорю, а нет картошки? А хозяйка сказала, вы знаете, это с картошкой не едят. Я так удивилась, я сказала, но с картошкой же сытнее. Вот, это уже тоже у меня готово. Я кладу томат, тоже без фанатизма, чтобы должно было быть красиво и вкусно. Не такой прям, чтобы только томат чувствовался, а все остальное нет. Сейчас вот это главное хорошо.
Кто-то кладет помидоры, но, вы знаете, ведь что-то мне помидоры не попадаются уж очень вкусные, а те, которые вкусные, они такие дорогие, что их жалко просто класть в блюдо, просто так с солью поесть. Поэтому, но вдруг вы живете в Астрахани, в Краснодаре, в Волгограде, в моем любимом Ростове-на-Дону, и сейчас лето, берите помидоры, докладите. Я-то вам говорю, как здесь живущие в северном городе Москва, я кладу или кетчуп, или томат. Но все равно получается вкусно. А помидорки так ем с солью. Вот так. Вы можете себе представить, что все, дело готово. Но еще, чтобы это все было густо, я немножко посыплю мукой. Кстати, можно прям вот этой, которую у нас, в которой мы валяли, совсем немножко, вот так, чтобы это было погуще. Я бы еще воды налила, если было бы нужно, но мне кажется, у меня как раз хорошая консистенция. Если у вас будет слишком вот это густо, немножко водички и муки, и будет то, что надо. Все, порядок. Порядок. Теперь мы это все можем уже сервировать стол и ждать гостей. У нас все готово. И под песню «Рыбка, рыбка, где твоя улыбка?» мы перекладываем рыбку в ту посудину, в которой будем подавать. Ой, самое главное удержаться до того, как придут гости. Ну, если я кусочек сразу отсюда съем, будет же видно, что некрасиво. Все-таки я, потерплю, конечно. Рыбку переложим. Если какая-то больше зажарилась, какая-то меньше, это не страшно, она уже все равно вся готова. Пахнет, как полагается, не как путасу, а как вкусная треска. Кто, интересно, придумал такие названия для рыб? Треска. Она, наверное, не сами рыбы. Она трещит на сковородке, когда жарится, поэтому треска. Так, готово дело. Кстати, говорят, что это название треска действительно не на самом деле, а где-то в Архангельске поморы ее сушили на таких кольях, и они назывались, эти колья назывались трески. Но это вот хотите верьте, хотите проверьте. И вот на этих кольях она высушивалась и превращалась в это чудо под названием треска. Ну, посмотрите, кто не с нами, тот против нас. Приходите, присылайте свои рецепты. Я вспомнила Мидори. Мидори, моя подруга японка, она всегда говорит, что должно быть не меньше 3 цветов. У нас там внутри белый, сверху красный и немножко зелени. Он вкус не испортит, а красоты придаст. Вот так, немножко тоже, без фанатизма, чуть-чуть. Все. Хоть кого зови, хоть японца, хоть любого человека. А теперь что? Как обычно. Верите? Верите мне? Значит, надо загадать желание. Только в том случае, если вы все это сделали, то, что я сделала. В том случае, если вы подписались, поставили лайк и колокольчик, и желание загадали, оно непременно исполнится. И это вам гарантирует моя рука на удачу. Все в жизни бывает, и все может быть. Из нас только пленник в ней каждый. Но главное просто кого-то любить, а все остальное неважно. Я думаю, что вы уже запомнили эти строчки, и они вам помогут. Всего вам самого хорошего.